Это Colossal Biosciences, биотех-стартап стоимостью $10 миллиардов, специализирующийся на генной инженерии. А это обложка журнала Time за апрель 2025 года, которая гласит: это Рэм – лютоволк, первый живой за 10 тысяч лет. А это автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин держит его на руках. Да, те самые лютоволки, которые были в сериале. А это первые эмбрионы шерстистого мамонта, полученные этой же компанией, SEO которой Бен Лэм пообещал миру первого живого мамонтенка к 2028 году. Но есть нюанс. Так ли это? Что вообще происходит? Сегодня обсудим. Добро пожаловать на канал, где я развлекаю себя сама, а вы можете наблюдать за этим. Если, конечно, хотите. И где я делаю видео и просто надеюсь на лучшее. 88 ударов у колбасы, 61, колбаса умирает. Еще до апрельской обложки журнала Time в марте прогремела новость про мышей мамонтов. Как потом объяснили Colossal СМИ, это был тренировочный проект, в ходе которого, манипулируя нужными генами, ученые добились цвета и текстуры шерсти мамонта, но у мышей. Конечно, эта новость захайпила, но не так сильно, как позже новость с лютоволками. Они были буквально везде, после чего мир, собственно, и узнал о Colossal. Но не будем подробно останавливаться на лютоволках, ведь это видео не о них. Скажу только, что люди к этому акту развымирания лютоволка отнеслись по-разному и разделились буквально на два лагеря. Одни были восхищены, а другие заявили, что это вовсе никакой не лютоволк, а генно-модифицированный серый волк. Но почему, мы как раз и разберем на примере ближайшего проекта Colossal – шерстистом мамонте, и можно ли считать его таковым. Вообще, эта история с воскрешением мамонта длится с начала 2000-х, а то и 90-х. И я думаю, многие об этом слышали. Тогда эта тема буквально хайповала, и ряд компаний, ученых заявляли о намерении клонировать мамонта или получить его иными путями. И одна из более-менее успешных попыток двигаться в этом направлении связана с обнаружением мамонтенка Юка и именем японского ученого Акиры Иритани. Туша возрастом примерно 28 тысяч лет была обнаружена в Якутии в 2010 году на побережье моря Лаптевых. И сначала была идентифицирована как девочка, но позже в результате хромосомного анализа было установлено, что это все-таки мальчик. Кроме скелета, покрытого шерстью, ученым досталось много кожи, а также около 300 грамм мышечной ткани, из которой удалось выделить 88 ядер с минимально поврежденной ДНК. И только в 2019 году эти клеточные ядра команда Иритани пересадила в яйцеклетки мышей. В 21% случаев клетки внезапно показали признаки жизни. Но, что более поразительно, начали формировать веретено деления. Полного деления, к сожалению, так и не произошло. И это не первая попытка Иритани клонировать мамонта. Еще в далеком 2009 году его команда провела такой же эксперимент, используя ткани ноги мамонта возрастом около 15 тысяч лет. Тогда никакой активности клеток зафиксировано не было. Так вот, на сегодняшний день существует 3 способа в том или ином смысле вернуть из вымирания животных. Метод первый – клонирование. Этот способ основывается на замене ядра яйцеклетки суррогатной матери ядром, извлеченным из клеток ткани вымершего животного. Но такое ядро должно быть взято из живой клетки, что является главной проблемой этого метода, поскольку за тысячи лет в вечной мерзлоте, даже при хорошей сохранности, ДНК в клетке рассыпается на фрагменты, из-за чего становится практически невозможным запуск полноценного деления для того, чтобы образовался эмбрион. Метод второй – ЭКО или гибридизация через искусственное оплодотворение. Этот метод предполагает использование сохранившихся мужских половых клеток вымершего животного для оплодотворения яйцеклетки суррогатной матери, ближайшего ныне живущего генетического видового родственника животного, которого хотят получить. В результате получают гибрид первого поколения, которого затем гибридизировали бы тем же способом с каждым поколением, повышая процент ДНК вымершего животного. Но снова сложность в том, что половые клетки нужны живые, из хорошо сохранившейся ДНК. Метод третий и самый реальный на данный момент – редактирование генома. Метод основан на секвенировании максимально возможного процента ДНК вымершего животного, сравнении этого ДНК с ДНК его ныне живущего ближайшего генетического родственника и последующем редактировании ДНК родственника так, чтобы она соответствовала ДНК вымершего животного. А далее ядро клетки с уже отредактированной конечной ДНК переносят в яйцеклетку суррогатной матери. В общем, повторяют работу по методу номер 1. И лютоволки были получены как раз этим методом.
и мамонтов планируют получить тем же самым путем. Но как именно это произойдет? Colossal буквально совершили невероятное. Им удалось секвенировать более 99% генома шерстистого мамонта. И материалом послужили идеально сохранившиеся ткани из вечной мерзлоты Сибири. В основном это находки с острова Врангеля и из района реки Колыма. Да, сотрудники Colossal неоднократно были в экспедициях в Сибири, включая Джорджа Чорча, суперзвезду генетики. Он страдает нарколепсией и может заснуть прямо посреди разговора. Ладно, за работу! И когда геном мамонта наложили на геном азиатского слона, то выяснилось, что геномы совпадают на 99,6%. И теперь задача ученых найти те самые оставшиеся различия, а это более 60 ключевых генов, и с помощью генетических ножниц CRISPR вклеить их в ДНК слона. И мы получим не копию, конечно, а так называемого функционального мамонта, морозостойкого гибрида. И здесь как раз возникает главная этическая дилемма. Азиатские слоны крайне малочисленные, они находятся под угрозой вымирания. Вынашивание гибрида – огромный риск для самки, поэтому ученым, вероятно, разрешат использовать живую слониху как суррогатную мать всего раз, чтобы просто подтвердить успех технологии. А далее в игру вступает так называемая, разработанная Colossal искусственная матка. Потому что, как вы понимаете, у них есть нужная технология. И, конечно же, такая потрясающая технология не могла остаться без внимания. Это, по сути, биопакеты, имитирующие среду внутри матки слонихи. И с помощью такой искусственной матки, в принципе, можно имитировать матку любого животного. И здесь кроется ответ, почему выбран именно шерстистый мамонт. Ну, во-первых, это довольно распиаренное животное, постоянно присутствующее в поп-культуре и горячо любимое многими. Кроме того, шерстистый мамонт не самый крупный, да, их очень много видов. И есть колумбийский мамонт, который вырастал до 5 метров. Вот их размеры для сравнения. Шерстистый мамонт гораздо мельче, а это значит, что азиатский слон сможет его выносить. Кроме того, если останки шерстистого мамонта, хорошо сохранившиеся, мы можем находить в вечной мерзлоте, то колумбийский жил в климате, где его останки бы просто настолько хорошо не сохранились. Кстати, оговорюсь, что не мамонтом единым живет Colossal. Подписывайтесь, пожалуйста. Лайком и комментарием я, конечно же, тоже буду очень сильно рада. В уже упомянутом мною подкасте Джо Рогана Бен пообещал, загибаем пальцы, вернуть шерстистого носорога, тилоцина, гигантского моа, птицу Додо, она же дронт. А еще он проговорился, что некий очень влиятельный человек ведет с ним лично переговоры на тему того, чтобы вернуть мегалодона. И даже, это мое любимое, морскую корову Стеллера. И если вы сейчас очень смутно вспомнили изображение этой коровы из учебников, и на ум вам пришел, наверное, скорее ламантин или дюгонь, который существует и сейчас, то я просто напомню, что ламантины и дюгони размером, примерно с дельфина, а Стеллерова корова с большого кита. Я одна заметила, что у Colossal какой-то конкретный интерес именно к мегафауне, но, возможно, это просто маркетинг. Люди любят больших животных. И, кстати, о Стеллеровой корове мы поговорим в ближайшем видео. Это отдельная богатая вселенная. И про клонирование ее мы, конечно же, тоже поговорим. В одном из интервью Бет также сказала, что обсуждается вопрос возврата большерогого оленя, длиннорогого бизона, а еще прозрачно намекнула, что у Colossal есть ДНК Арктодуса, короткомордого медведя, которого вы уже видели в этой сцене, но возвращать его в планах на данный момент нет. И если вы задаетесь вопросом, почему, возможно, ответ на это даст эта фотография. И я просто не могу промолчать об этом парне, о котором вы, возможно, даже не слышали, и ДНК которого также есть у Colossal. Что ж, знакомьтесь, плейстоценовый гигантский бобер. Длина 2,5 метра, вес в среднем 160 килограмм. Это, если что, против метрового 30-килограммового в среднем бобра, который живет сейчас. Но зачем вообще нам возвращать мамонтов, спросите вы? И я вам отвечу. Нужно понимать, что мамонт — это не просто попсовое животное для заголовков. У него была важнейшая роль в экосистеме, которую он, к сожалению, покинул. Кстати, они вымерли довольно недавно, всего 4000 лет назад. Если что, в этот момент уже стояли египетские пирамиды. Мы точно не знаем, от чего они погибли, но большинство ученых склонны считать, что мы, люди, их истребили. Самая последняя популяция мамонта была на острове Врангеля. Там, к сожалению, под конец они уже очень сильно обмельчали, они буквально были меньше по
размеру. И произошло это из-за того, что популяция попала в так называемое бутылочное горлышко, то есть близкородственное скрещивание. И когда Арктика начала таять и океан вокруг острова Врангеля растаял, мамонты буквально просто не смогли мигрировать обратно на материк. Они оказались заперты на острове Врангеля и тем самым лишились доступа к пресной воде, от чего, конечно же, умерли. Но кроме всего прочего, перед тем, как создать проект по возвращению мамонта, Colossal консультировались с экологами. И они считают, что возвращение этих гигантов поможет остановить глобальное потепление. Дело в том, что зимой мамонты будут уплотнять снежный покров, а снег работает как одеяло, удерживая тепло в земле. Если его утаптывать, арктический холод будет проникать глубже в грунт и дольше сохранять вечную мерзлоту, которая сейчас периодически оттаивает. Если мерзлота будет оставаться твердой, она не выпустит в атмосферу миллиарды тонн метана, который сейчас ускоряет нагрев планеты. На самом деле оживление мамонта – это гигантский полигон для технологий, которые спасают мир уже сегодня. Потому что в процессе работы Colossal разработали вакцину от герпес-вируса слонов. Это страшнейшая болезнь. А мы же помним, да, что они и так на грани вымирания. Но это еще не все. Colossal потратила более 400 миллионов долларов на спасение видов от вымирания. В этом биохранилище уже более 1000 различных видов. И вы храните их ДНК на случай, если Именно. их придется вернуть? Это десятки исчезающих видов, которые я сейчас отправлю на хранение. Закрывай, ага. Окей. И лежат здесь годами, десятилетиями. Да, десятилетиями. Но если какой-то вид вымрет, вы возьмете кровь и ткани и Реанимируем, планируем. его? Да. Почему об этом не все знают? Это же безумие! Так считать ли гибрида, которого мы получим к 2028 году, тем самым мамонтом? По моему скромному мнению, это вопрос восприятия. Это, наверное, примерно как с брендами. Человек предпочтет оригинальную сумку дорогого бренда качественной реплике. Даже если и то сделано из одних и тех же материалов на одном и том же заводе, возможно. Нам всем нужно что-то то самое, оригинальное. Да, 1% разницы в ДНК – это все еще огромный массив данных для генетики. Но важно помнить, в ДНК любого существа, и в нашей в том числе, полно мусорных участков, которые вообще ни на что не влияют. И восстанавливать их точь-в-точь просто не имеет смысла. В итоге, на выходе, мы получим новое животное, которое в каком-то смысле даже будет генетически немного чище, чем оригинальное. А как считаете вы, это будет настоящий мамонт или просто очень дорогая копия? Пишите в комментариях, мне очень интересно почитать.